Привет, друзья! Он не шутит, не заигрывает с публикой и точно не хочет казаться своим в доску. Фридрих Мерц, новый канцлер Германии. Это не просто новая фигура, а я бы сказал, это новая модель власти. Он мыслит как бизнесмен, действует как технократ, а Германия теперь управляет не по законам политики, а по новой логике корпораций. В этом видео разберем, чем стиль Фридриха Мерца уже отличается от Шольца и Мерца и к чему все это приведет обычных граждан нас с вами. Фридрих Мерц, канцлер Германии, но он пришел не из митингов, не из партийной молодежи и уж точно не из благосферы. Его путь совсем другой. Мерц вышел из корпоративного лифта, он не боролся за внимание на ток-шоу, он не участвовал в уличных дебатах. Главная точка биографии, о которой все чаще вспоминают, это его работа в BlackRock. Это не просто инвестиционный фонд, это сверхструктура, которая управляет активами на триллионы долларов. Когда Фридрих Мерц был председателем наблюдательного совета BlackRock в Германии, он участвовал в переговорах, которые могли влиять на целые экономики. Он разговаривал не с журналистами, а с банкирами и министрами. Он жил в мире, где законы не пишут, их диктуют в закрытых кабинетах. И вот, теперь этот человек стал лицом федеральной власти, стал канцлером Германии. У него нет политической харизмы в классическом смысле, он не делает селфи с подростками, он не шутит на публике, он не улыбается без повода. Он вообще не делает вид, что понимает простого человека. И в этом главная особенность и отличительная черта Фридриха Мерца. Для одних это тревожно, они видят в нем воплощение власти, денег, человека, который будет защищать интересы корпораций, а не учителей, не пенсионеров, не рабочих и не нас с вами. Для других это долгожданная альтернатива предыдущим канцлерам Ангелы Меркель и Олафа Шольца. Наконец-то не популист, не слабый менеджер, не размытый политик с речами ни о чем, как Олаф Шольц. Мерц понятный, прямой, рациональный, очень часто резкий. Я бы сказал, он не политик эпохи Ютуба, он политик эпохи акционеров. И этот новый канцлер может стать как новым шансом для Германии, так и огромной опасностью. Давайте честно, немцы – народ стабильности. Они десятилетиями голосовали за тех, кто обещал не делать именно резких движений. Народ ценил взвешенность. Например, Ангела Меркель была воплощением именно такой политики. Она не была харизматичным лидером в американском стиле, но именно в этом и была ее сила. Меркель умела слушать, ждать, искать компромиссы. Ее называли мамой нации. Не потому, что она всех обнимала, а потому, что она держала все под своим контролем. И главное, никому не навязывалась. Время Меркель – это время дипломатической тишины, где громкие заявления считались дурным тоном. Потом пришел ваш любимый Олаф Шольц. И если Меркель была тихой, но решительной, то Шольц стал скорее таким прозрачным. Он не мешал, он не раздражал, он был технарем, который должен был просто переждать бурю. Вспомните, пандемия, энергетический кризис, война в Украине. На фоне всего этого немцы хотели просто стабильности, но в итоге получили ощущение, что страной никто не управляет. Умный, но блеклость в решениях, осторожный до абсурда, Шольц не стал новым лидером для немцев. Он стал временным таким себе администратором. И вот теперь Германия получила нового канцлера Фридриха Мерца. Мерц не делает вид, что будет продолжать эту традицию, Мерц не скрывает. Он не для того, чтобы нравиться всем. Он не будет сглаживать углы, он не будет улыбаться, когда надо давить. Он не политик-дипломат, он политик-аудитор. Минимум пиара и максимум решений. Его можно охарактеризовать, он не про разговор, он про действия. И, возможно, именно в этом его опасность. Потому что, в отличие от Меркель или Шольца, он не будет искать ту серединку. Если решение есть, оно будет принято. Даже если это решение не популярное, даже если оно кому-то из вас не нравится. Да, это новый стиль власти. Не человеческий, не народный, а рационально холодный. Стиль, в котором страна – это бизнес, люди – это ресурс, а эмоции – это вообще помеха. И тут возникает вопрос, готова ли Германия, готовы ли вы к такому режиму? Или это какой-то путь в новое политическое отчуждение? Но вот главный вопрос. А готовы ли немцы, граждане, избиратели к такому вот повороту? К власти, где тебя не слушают, а тебя просто-напросто считают, где не задают вопросов, а сверяют показатели, где страна превращается в таблицу с KPI от политиков топ-менеджеров.
Когда канцлер, имея в виду Фридриха Мерца, начинает говорить языком доходности, инвестиций, снижения бюджетной нагрузки, а не языком улиц, не языком людей, которые стоят в очереди к врачу или встают в 6 утра на смену, возникает чувство, что что-то пошло не так, что люди не часть этой новой системы, а просто статистика. И ты сидишь, смотришь очередную речь Фридриха Мерца и думаешь себе, а меня вообще кто-то видит? Меня, как налогоплательщика, как родителя, как пенсионера, как безработного, как простого живого человека. Или теперь я просто часть бюджета, единица, строка в расчетах. Вы все видите и слышите, что Фридрих Мерц не обещает какого-то там уюта, он не предлагает социальной близости, он предлагает четкую структуру, систему. Сложную, бездушную, но якобы эффективную. Но неужели все, чего хочет общество, это эффективности? Когда новый канцлер думает как акционер, а страна как департамент, легко забыть, что политика – это не только управлять, это еще и представлять интересы нас с вами, обычных живых людей. Именно поэтому все больше немцев с каждым часом чувствуют тревогу. Они не против порядка, не против дисциплины. Но они боятся, что их просто выключили из диалога, что теперь не нужно спрашивать, обсуждать, объяснять, нужно просто выполнять какой-то план. А если ты не вписываешься, а если ты не входишь в этот KPI, ты ошибка или издержка? Мы с вами должны понимать, что Германия не корпорация, здесь не все измеряется в прибыли и производительности. Здесь есть своя история, свои ценности, свое человеческое достоинство, свой, в конце концов, основной закон, а не годовой отчет с сухими цифрами. Так вот, готовы ли граждане быть эффективными, если за это придется отдать свою включенность в решение? Готовы ли граждане подчиниться логике технократии, где человеческий фактор – это вообще проблема, которую надо минимизировать? Или, возможно, следует сказать: нет, я не строка в таблице, я часть нации, я человек и хочу, чтобы меня слышали. Но интересно то, что у подхода Фридриха Мерца есть и свои очевидные плюсы. Он не играет в популизм. Это человек, который всегда говорил прямо, даже когда речь вызывала скандалы. Например, когда он заявил, что Германия слишком долго жила за счет дешевого газа и дешевой рабочей силы, он первым среди крупных политиков признал, социальное государство в прежнем виде больше не работает. Мы уже видим, что при нем усиливается контроль бюджета, Мерц жестко критикует дотационные схемы, вводимые при Олафе Шольце, и обещает реструктуризировать социальные расходы. Он настроен сократить влияние государства в экономике, убрать перекосы. Для предпринимателей это действительно сигнал стабильности, для инвесторов предсказуемости, и именно такие шаги могут вернуть экономике дыхание. Но за этой цифрой эффективности легко теряется сам человек. Мы с вами. Под так называемой оптимизацией скрываются реальные последствия. Урезание субсидий для семей, ограничение поддержки безработных, сокращение тех же программ переквалификации. И здесь речь идет не просто о бюджетных графиках, а о тысячах, миллионах жизней. Да, Мерц управляет как корпоративный лидер, но, повторюсь, Германия – это не корпорация. Здесь важны не только показатели роста, но и социальная ткань, которую легко порвать ради эффективности. Таким образом, Фридрих Мерц – это не просто новый канцлер, это человек, который в течение 10 лет последовательно возвращался в политику, хотя ранее считался отработанным кадром ХДС. Я вам в прошлых видео более детально рассказывал, как он проигрывал внутрипартийные выборы, уходил, затем обратно возвращался, терпел, ждал и в итоге стал символом поворота Германии вправо. Не такого, как у альтернативы для Германии АДК, но системного и структурного. Мерц сам не скрывает и в открытую заявляет, что он за жесткий контроль над миграцией, он за сокращение социальных выплат для тех, кто не хочет работать, он за демонтаж избыточной бюрократии, даже если от этого пострадают слабо защищенные. Для одних это возвращение порядка, действительно, для других это начало технократического авторитаризма без эмпатии. По сути, Мерц предлагает: вы дайте мне власть, а я сделаю так, чтобы все работало, и не лезьте в процесс. Такой стиль может спасти систему, а может и окончательно оторвать власть от народа. Так вот, готова ли Германия доверять человеку, который мыслит не как политик, а как кризисный управляющий? Делайте вывод сами, а если понравился мой рассказ, поддержите меня подпиской и делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.